В ОСУ есть одна очень важная проблема. Проблема, из-за которой эта игра никогда не будет иметь колоссальный онлайн, всемирную узнаваемость и, что самое важное, большое количество денег. Денег нет и никогда не будет ни у проигроков, ни у тех, кто стримит самые большие турниры по игре на тысячи людей. Но почему? Почему призовые на турнирах состоят почти целиком из донатов обычных зрителей? Почему у ОСУ нету спонсоров в лице компаний? Почему в ОСУ нет рекламы? ОСУ.ру — это самый большой и активный СНГ сервер по ОСУ, который был создан летом 2021 года и развивается по сей день. На регулярной основе сервер проводит ивенты, а также турниры с денежными призами. Также прямо сейчас на сервере проводится новогодний розыгрыш, где ОСУ.ру подготовил для вас возможность, выполнив элементарные действия, выиграть один из 5 ОСУ-саппортеров. Сервер ОСУ.ру будет ждать тебя в своих рядах, ссылка будет в описании. Ну давайте будем честны, нам, как игрокам, эта ваша реклама вообще не всралась. Баннеры с казиками на основном сайте, народное средство от простатита? Не-не-не, ну его. Но у этой ситуации есть и обратная сторона монеты. Вы заметили, что как только игра начинает расти, растут и призовые на турнирах по этой игре. У команд и на самих турнирах все больше баннеров, появляются даже рекламные паузы. Очевидно, что вставляя рекламу, организаторы получают деньги. Те же организаторы, в зависимости от их наглости, вкладывают большую часть денег в свою команду или в свой турнир. Турниры становятся больше, денег становится больше, у игроков больше мотивации занимать призовые места. Эта схема работает уже давно в большинстве игр. А где реклама в кружочках? Ну, вроде надо же расти там, развивать сцену, привлекать больше людей, чтобы они играли в игру. Почему этого нет? Есть одно слово. DMCA, или же Digital Millennium Copyright Act. Закон, дополняющий законодательство. Кратко, если вставил музыку или кусочек сериала, вот ваш штраф на 10 тысяч долларов, получите, распишитесь. К выводу, что именно это глупое слово из 4 букв не позволяет ОСУ расти, я пришел после разговора со Стенвальдом, моим коллегой с Рукаста и основателем и главным хостом Russian ОСУ Cup. На этот ОВЦ я хотел написать просто всем. Планшетам, клавиатурам, букмекерам, не знаю, бритвам для яиц, лишь бы они проспонсировали нас и нашу команду комментаторов взамен на баннер на стриме. Хотел, чтобы у ребят и у меня была зарплата за то, что мы комментируем матчи, но я уперся в непроходимую стену. Смотрите, есть Пеппи, основатель игры и тот, кто уже много лет фиксит и поддерживает ее на плаву. А есть падлы из офиса копирайт-компании, которые, услышав хотя бы секунду трека, который защищен какой-либо лицензией, прибегут к нему и скажут платить $1 триллиардов долларов. И у них есть на это полное право. У них есть права на песню, и чтобы использовать ее где-то, ты должен заплатить денег. Но какое это отношение имеет ко всему, что ты рассказал в начале? Схема примерно такая. Предположим, что мы берем рекламу у букмекеров на ОВЦ 2022. Они платят нам деньги, мы их рекламируем, все счастливы. Также предположим, что мы вкладываем деньги, что нам дали, в огромный ОСУ турнир, где призовой фонд там $1 миллион. Отлично, мы привлекли в игру очень много новых людей, но за нами увязался какой-то странный тип в костюме, который постоянно что-то высматривает. Вроде все отлично, вот, контракты на рекламу с каждым разом все больше, игра растет, но тут внезапный удар в спину Пеппи. Копирайт-компания высылает ему письмо, где ему говорят, что вот на таком-то русском турнире вы делали деньги с рекламы на защищенном нашей компанией треке под названием Харумачи Кловер. С вас 3 Балтики 7, баночка малосольных огурчиков и $1 миллион. Но я же этого не делал. Как это ко мне относится? Так, это ваш ребенок? Да, это моя игра. Значит, вы платите за нее деньги, потому что вы нарушили DMCA. Именно поэтому все официальные турниры не могут иметь никакой рекламы. Пеппи верен своим принципам и верен тому, что не хочет платить большие счета от копирайт-компаний. В основном игра тихо пролетает под радарами, но если она станет слишком большой, на большую часть треков выкатят огромные счета, и игра просто перестанет существовать. Те, кто в игре давно, помнят, как в 2013 году так убрали все треки Скриллекса. Просто пришел какой-то дядя, сказал, либо платите бабки, либо удаляйте. Вот и все. Таким образом, чем больше ОСУ, тем больше проблем. Из-за рекламы игры растут, но это невыгодно для Пеппи. Как сказал Стенвальд, чем меньше соприкосновений с деньгами, тем спокойнее для Пеппи. На хлеб он себе заработает. Я даже написал Азеру, который сейчас организовывает ОВЦ, и получил примерно вот такой ответ. Именно из-за всего вышеперечисленного ОСУ никогда не сможет стать мейнстрим игрой. Она не была задумана для этого, и всего один закон в США не позволит ей этого сделать. А нам остается только продолжать комментировать за спасибо.